Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Сегодня масса интригующих событий была. Сегодня последний день второго квартала и полугодия. И, соответственно, здесь, начиная с завтрашнего дня, 1 июля, происходят тектонические сдвиги в мировой экономике и в российской в том числе. Поэтому будем готовы к ним. Так, но сегодня было несколько ключевых событий. Первый из них начнем по степени их появление, если верить ресурсу Кремлин.ру, это прямая линия с президентом России. Так, ну вот на этот счет я писал в Телеграм. Дело в том, что было такое вот не совсем характерное движение, потому как если брать в сравнение то движение, которое было в апреле 2021 года, этого года, то, соответственно, там совсем все по-другому протекало. Вот есть график, кому интересно, можете в Телеграм-канал зайти, посмотреть. Но, в общем-то, такого фейерверка ранее не наблюдалось. Так, друзья, ну давайте мы сделаем упор рубль-доллар сегодня. Вот, что здесь у нас характерно? Это месячный таймфрейм USD Tomorrow. Как вы видите, несмотря на такой рост феерический в нефти, укрепление рубля не происходит. То есть все время идет упор 71. 71,5, по-моему, минимальное значение. Но при такой нефти мы уже должны находиться где-то в районе 62-61, а то и даже 55. Однако, как вы видите, такого не происходит. На то есть ряд причин, и они лежат именно в экономике, именно в тех процессах, которые происходят. Потому что геополитические риски и так далее – это следствие на самом деле того, что происходит в экономике. Так, ну если мы от месячного таймфрейма рубль-доллар переходим к недельному, то мы с вами здесь можем напрячься и разглядеть, что по сути сейчас движение рубля на укрепление, оно наиболее вероятно завершено. Да, если нефть пойдет на 94, останется шанс на пробитие 71,5 и уход в район 68 хотя бы. Но, судя по всему, такое движение оно не будет долгосрочным. То есть даже если такое движение и произойдет, все равно его потом отсюда извлекут и наиболее вероятно потянут наверх. Опять же, недельный таймфрейм пока не указывает на то, что рубль будет ослабляться к доллару США. Однозначно такой ситуации нету. Но те процессы, которые происходили на вот этом интервале, они указывают, что такое движение сейчас на ослабление рубля, оно наиболее предпочтительно и наиболее вероятно. Конечно, потенциальный рост нефти на 94 может либо не дать развиться этому движению, либо на какое-то время его замедлить и рубль укрепиться. Но в дальнейшем весьма вероятно, что вот это движение, если оно все-таки произойдет на 68 и потом 61,5, я думаю, оно не продлится очень долго. То есть потом будет возврат, потому что экономические проблемы, связанные с неэффективностью, их никто не убрал и никто не решил. Так, друзья, сегодня еще Минфин озвучил планы по выпуску ОФЗ в третьем квартале, то есть до 1 октября. Они предполагают на 700 миллиардов разместить. Сумма достаточно приличная, но если их будут размещать на те деньги, которые банкам предоставляет ЦБ, то здесь, ну, скажем так, это просто перетекание из одного места в другое. Так, ну вот смотрите, сейчас пошла масса информации по поводу того, что Центробанк России будет ускоренными темпами форсировать увеличение ставки. Такое вполне может произойти, потому как инфляция набирает обороты и будет только набирать. Но это связано, во-первых, с тем, что текущий пузырь, который надулся в сырье, он, во-первых, никуда не делся, никак не нивелировался. Балтик Драй и другие виды стоимости морского фрахта продолжают расти. Помимо всего прочего, отмечается достаточно засушливое лето. Прогнозируется, что в Соединенных Штатах будет не очень высокий урожай, и это еще подстегнет потребительскую инфляцию, связанную с ценами на продовольствие. Так, друзья, давайте сейчас мы к календарику событий перейдем, посмотрим, что здесь у нас такое происходило. В Германии вышли позитивные данные по безработице.
Ну и в целом весь вот этот фон, который по Европе сегодня имел место быть, он в значительной степени, с моей точки зрения, нейтральный. Так, далее, в Соединенных Штатах изменение числа занятых в несельхозсекторе увеличилось на 692 тысячи, прогноз был 600, то есть смотрите, как на 15% больше прогноза, но предыдущее значение это было 900, поэтому здесь говорить о том, что динамика стала позитивной, ну я думаю, пока преждевременно. По сути, это величина обратная тем данным, которые выходят в четверг, там где показываются первичные заявки по безработице. То есть это два параметра, которые друг с другом вроде как типа борются. Так, по Канаде вышел позитивный ВВП. Ну, Канада нефтяная страна, она, конечно, не в такой степени завязана на нефти, но нефть там играет достаточно существенную функцию, потому что там очень развито то, что с добычей, транспортировкой и переработкой нефти. То есть то, что не просто нефть гонит, а то, что позволяет на основе добычи нефти производить прибавочную стоимость и, соответственно, задействовать граждан. Так, ну и далее сегодня индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости 8%, запасы сырой нефти сократились больше, чем ожидалось. Российский ВВП в тайне сообщат в 9 часов. Интересно, почему так поздно. Так, друзья, ну вот смотрите, на самом деле в Соединенных Штатах тоже, будь здоров, кипят страсти. И там страсти, они все завязаны на правах человека, на свободах и на соблюдение конкуренции. Сейчас там вот очередного пика достигли разбирательства с так называемыми технологическими гигантами Amazon. Есть в Соединенных Штатах такой очень позитивный персонаж, зовут ее Лина Хан. Это молодая девушка, юрист, которая, ну можно сказать, с самого начала своей карьеры она занимается тем, что исследует влияние, негативное влияние вот этих конгломератов технологических, которые сейчас наобразовывались, на работу бизнеса, на жизнь простых граждан и пытается как-то в меру своих сил и понимания с этим бороться. Ну, конечно, как бы один человек ничего не может сделать против такой стройной системы, но, по крайней мере, наличие таких позитивных людей, оно позволяет в какой-то степени не дать совсем, скажем так, чаше весов склониться в пользу монополизации. Конечно, на самом деле имеется достаточное количество активистов, есть масса мнений на этот счет, насколько они эффективно и правильно действуют. Отдельные американские экономисты и юристы, особенно те, которые из республиканской партии, они вообще называют бредом деятельность Лины Хан и подобных юристов, активистов. Вот. Но смысл какой? Она пытается расследовать, ограничить различные действия, различные мероприятия, которые совершает компания, в том числе Amazon. Сейчас, кстати, вот ситуация с IT-гигантами в Соединенных Штатах, она чем-то напоминает конец 19 века, начало 20 века в Соединенных Штатах, когда начали появляться всякие стальные тресты, всевозможные монополии и так далее и тому подобное. Здесь на самом деле постановка задачи, она правильная, решение пока, конечно, не оптимизировано, но действительно нужен очень серьезный общественный контроль, систематичный за деятельностью таких компаний, потому что монополизация – это величайшее зло, она начинается как сокращение издержек и укрупнение всей деятельности показателей, а приводит к тому, что по сути, во-первых, неограниченно раздуваются затраты и падает эффективность, это раз. И во-вторых, любое движение, любое развитие, которое могло бы происходить, оно губится на корню и подавляется подобными концернами. Ну и, соответственно, сейчас и на протяжении последних нескольких лет очень активно развивается, муссируется проблема, задача о том, чтобы американские IT-гиганты, особенно Amazon и, наверное, Google, их попытаться подробить, оспорить сделки по поглощению других компаний, которые они проводили
в прошедшие годы и всячески ввести ограничения и общественный контроль за деятельностью и за теми действиями, которые эти компании осуществляют. Но есть один момент, который связан с тем, что вот эти все действия, которые производят относительно монопольности, монополизированности рынка в Соединенных Штатах против Amazon, против Google, они в том числе подрывают и позиции этих компаний на международной арене. А как известно, китайское правительство бережно и трепетно выращивает своих монополистов, по-всякому их субсидирует и помогает им осваивать внешние рынки. Поэтому здесь получается дилемма о двух концах. С одной стороны, в Соединенных Штатах вот эта борьба, она действительно увеличивает возможности маленьких компаний, положение простых людей, которые получают в результате контроля за монополиями снижение издержек, связанные с деятельностью этих компаний. Ну, по идее, должна снизиться стоимость доставки, которую осуществляет Amazon, гипотетически. На самом деле, посмотрим. Всегда, когда начинаются войны, это ведет к тому, что ситуация, как правило, ухудшается. Это правило любой войны, там, будь то за свободу, будь то еще за что-то. Но, тем не менее, войны, они имеют такое обыкновение. В первый момент возникновения и протекания они приводят к тому, что ситуация ухудшается. И, с другой стороны, вот эти активисты, они, конечно, ведут благое дело, но с другой стороны, с моей точки зрения, все-таки подобная борьба с монополиями, она ухудшает положение американских компаний на мировой арене и уменьшает их возможности противодействия китайским монополиям. Вот. И поэтому здесь, на самом деле, сейчас все-таки, наверное, не очень удачное время, чтобы такую деятельность очень пылко развивать. Ну и переходя к графику Amazon, мы с вами здесь можем увидеть, что, в общем-то, Amazon, особенно от всех этих телодвижений, особо пока не пострадал. Но здесь есть и другой момент, который можно достаточно четко увидеть из недельного таймфрейма по акциям Amazon. Они уперлись в 3550. Вот это тот бронебойный уровень, который пока Amazon не поддается. Здесь есть следующий момент. На прошлой неделе было очередное тестирование, и вот вся эта конструкция, которая начала происходить ранее, в самое ближайшее время, но я думаю в течение июля месяца, мы увидим либо решительное движение и пробой и закрепление в районе 3700-3800, или же, если пробоя не будет, отсюда весьма вероятно начнется коррекционный откат, и цель этого отката в июле-августе составит 2950 по акциям Amazon. Может составить. Пока не факт, но такое движение, если здесь не будет в ближайшее время пробития, оно уже назрело и оно готово к тому, чтобы быть реализовано. Ну и, соответственно, все эти страсти вокруг Amazon, судебные иски, претензии, они могут привести к тому, что внезапно окажется, что какое-то действие, связанное с ограничением монопольного положения, оно приведет к тому, что Amazon может значительно просесть. Первая цель движения, это, конечно, 3150. И потом в идеале цель движения на 2900-2850, вот сюда, вот к этим значениям. Да, конечно, то, что печатается деньги, работает монетарный станок, это надувает рынок, в том числе и акции компании Amazon. Но вот эта шумиха, которая в последнее время начала подниматься в прессе, она, я думаю, может вызвать какой-то очень сильный негатив и серьезный коррекционный откат. Да, это может быть короткое движение, потом вполне возможно акции вернутся к текущим значениям, но периодическое повторение этой темы, ее муссирование, оно весьма вероятно уже до начала сентября может привести к тому, что будет хотя бы разовое движение с попыткой пощупать 3150, возможно даже пониже. Так, друзья, далее S&P. S&P закрывает на мажорной ноте. Здесь ни о какой коррекции речь не идет. Только вверх, новые хаи, без остановки. Такое ощущение, что от печатного станка ФРС шланг прямую ведет в американский индекс. Так, друзья, далее индекс доллара. Беру месячный таймфрейм. Ну, смотрите, здесь, как ни крути, но закрытие весьма вероятно месяца будет выше 91,5. О чем это говорит? Это говорит о том, что с высокой степенью вероятности движение
в оставшейся половине года оно будет происходить выше 91,5. Ну, по крайней мере, если не будет серьезного пробоя и коррекционного отката, когда будет прошито 88,9, то никаких шансов для того, чтобы валюты укреплялись против доллара, их практически нету. На текущий момент вероятность такого движения крайне невысока. Нам остается торговаться выше 91,5 с короткими попытками отбоя и потом движения сюда, выше этого значения. Вот. Ну и как только он здесь отстоится, тут уже и соточка не за горизонтом. Так, друзья, далее VIX тоже беру месячный таймфрейм. Ну, смотрите, по VIX здесь пока ситуация окончательно не утвердилась. По месячному таймфрейму идет снижение VIX. Цель этого снижения должна быть в районе 8,5-10. Конечно, я так думаю, такая цель устойчиво достигнута не будет. Задерги могут произойти, но уже сейчас при текущих значениях в районе 15-15,5 он начинает постепенно разворачиваться и попытаться отскочить хотя бы куда-нибудь на 23-25. Ну, это месячный таймфрейм, поэтому возвратное движение в район 25, оно, конечно, не произойдет завтра или на следующей неделе. Но к середине августа вполне такое может состояться. Так, друзья, далее золото, месячный таймфрейм. Ну, смотрите, здесь, с одной стороны, вроде бы оно должно уже падать. Но с другой стороны, если закрытие будет выше 1861, то ничего страшного в этой ужасной свече нету. Ну, может быть, оно чуть дольше поконсолидируется, поболтается в этом диапазоне, и потом все равно печатный станок возьмет свое. Для золота единственный риск в текущей ситуации, и, как правило, всегда, это рост индекса доллара. Вот рост индекса доллара, он действительно может поколебать рост в золоте. Так, друзья, ну и далее нефть, месячный таймфрейм. Здесь все прекрасно, все чудесно. Идет неукротимое движение, у которого первая цель это 94. Ну и, соответственно, это движение, оно ломается при коррекционном откате и пробитии 72. Вот если 72 здесь будет взято, то весьма вероятно, что весь этот рост он накроется медным тазом и начнется очень сильный откат с целью движения первой 55. На самом деле текущее положение на рынке, дисбаланс в сторону спроса по нефти, да и по газу, делает такой сценарий на ближайшие полгода маловероятным. То есть, если только случится какой-нибудь крах в конце сентября, начале октября, тогда мы действительно такое движение можем увидеть. Но на текущий момент все указывает на продолжение роста и цель движения по нефти Brent 94 доллара за баррель. Так, друзья, ну еще раз возвращаясь к рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Получается, у нас зажат он сейчас в диапазоне 72,8-73,15. Вот этот диапазончик, но здесь, судя по всему, на дневных таймфреймах произошел разворот. И теперь отсюда весьма вероятно продолжение роста доллара против рубля. Ну и, соответственно, первая цель, которая у нас на горизонте, это 74,3. Вот здесь она находится. То, что касается сегодняшнего дня, здесь, я думаю, до конца дня будет борьба вот за этот уровень 73,12, 73,15. И здесь на текущий момент идет попытка коррекционного отката с целью сходить, откатиться на 73. Так, друзья, ну это все, основные инструменты, основные мысли. Спасибо за внимание, успешных торгов.